В качестве наполнителя я сегодня буду использовать жареный арахис. Можно использовать любые наполнители, которые вам нравятся. Вафельную крошку, воздушный карамелизированный рис, любые дробленые жареные орехи или смесь орехов. Орехи лучше нарубить просто вручную ножом или измельчить скалкой, чтобы были кусочки. Шоколад растапливаем аккуратно короткими импульсами в микроволновке, периодически доставая и перемешивая, чтобы его не перегреть. Можно также растопить на водяной бане. Как правильно растопить шоколад, можно посмотреть в отдельном видео. В растопленный шоколад добавляем растительное масло без вкуса и запаха. У меня рафинированное подсолнечное. Можно использовать масло виноградной косточки, миндальное и другие с нейтральными вкусами. И тщательно перемешиваем до объединения. Всыпаем выбранные наполнители и перемешиваем. Количество наполнителя вы также можете регулировать сами по своему вкусу. Решетку устанавливаем на противень, с которого будет удобно снять излишки глазури, которая стечет. Достаем из холодильника торт и устанавливаем на решетку. Для удобства глазурь лучше перелить в мерный стакан. Рабочая температура глазури 30-32 градуса. Распределяем глазурь по поверхности торта, начиная с краев. Сверху распределяем ее лопаткой или шпателем, чтобы не было сверху слишком толстого слоя. И теперь добавляем глазурь на боковые части, которые не покрылись с первого раза. Так заполняем глазурью все просветы и пустоты. Когда глазурь перестала стекать, переносим торт с решетки на блюдо для подачи. Остатки глазури, которая стекла, собираем и используем повторно для других десертов. Чтобы глазурь не трескалась, разрезать торт нужно горячим сухим ножом. Я прогреваю нож в горячей воде, а затем насухо вытираю. Готовьте с удовольствием и до встречи в новом видео.